8 февраля стало роковым днем для балтийских государств. Они отрезали себя от энергокольца БРЭЛ, энергетической системы, объединявшей Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию. Этот шаг, провозглашенный путем к энергетической автономии и процветанию, на деле породил тревожные вопросы. Принесло ли это отделение обещанные преимущества или же открыло дорогу в неопределенное и потенциально мрачное будущее? И каковы истинные мотивы этого радикального решения? Эти вопросы сложны и многогранны и имеют далеко идущие последствия для балтийских республик. Электроэнергия — основа любой современной экономики, и этот переход чреват серьезными последствиями для их будущего. Значимость этого события усугубляется ролью балтийских государств как ключевых союзников США по НАТО в Европе. А потому неудивительно, что известный эксперт Скотт Риттер высказал свое мнение по этому вопросу в исчерпывающем аналитическом докладе. Мы выделили наиболее убедительные моменты его анализа для вашего рассмотрения. Недавно в Вильнюсе состоялась пышная церемония, посвященная подключению энергосистем балтийских стран к европейским сетям. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен торжественно заявила: «Вы неустанно трудились ради этого момента, и сегодня вся Европа радуется вместе с вами. Балтийские государства даже объявили новый праздник — День энергетической независимости, в честь своего выхода из системы БРЭЛ». 25 лет энергетические системы этих 5 стран были переплетены, обеспечивая бесперебойный поток электроэнергии и взаимную поддержку в чрезвычайных ситуациях. Однако за этим фасадом сотрудничества Балтийские республики тщательно планировали свой отход от России и Беларуси. 8 февраля были обрублены линии электропередачи между Литвой и Калининградской областью, затем между Литвой и Белоруссией, а также Латвией и Россией. После этого балтийские государства синхронизировали свои энергосистемы с Европой через литовско-польское соединение. Десятилетиями балтийские страны наслаждались ценами на электроэнергию, значительно более низкими, чем в Европе. До последнего момента их эксперты давали пустые заверения, обещая безболезненный переход. Роландс Ирклес, председатель правления энергетической компании АСТ, заявил: «Мы не ожидаем роста цен. С 2022 года у нас нет коммерческих отношений с Россией на энергетическом рынке». Эта радужная картина быстро рассеялась. Уже через несколько дней заголовки европейских СМИ кричали: «Цены на электроэнергию в Эстонии взлетели до небес, а стоимость энергии в странах Балтии стремительно растет». Тарифы на электроэнергию достигли небывалой высоты, подскочив с 63 евро до почти 270 евро за мегаватт-час, всего за одну неделю, согласно рыночным отчетам. Марко Алексон, член правления Baltic Energy Partners, мрачно отметил: «В последние дни мы наблюдали скачки в 1000 евро и более». Стоимость отключения балтийских государств от российской электроэнергии составила ошеломляющие 1 миллиард 600 миллионов евро, почти полностью профинансированные ЕС. Однако компенсировать гражданам разрушительный рост тарифов никто не собирается. Прежние обещания стабильных цен испарились, сменившись потоком оправданий. Эрки Сап, член правления энергетической компании Эллеринг, объяснил рост цен низкой ветровой активностью в балтийских странах на той неделе, увеличением потребления из-за небольшого падения температуры и 10% ростом цен на газ. Цены на электроэнергию теперь дико колеблются, отражая капризы ветра, поскольку Эстония полагается на энергию из Швеции и Финляндии, стран, сильно зависящих от ветроэнергетики. По иронии судьбы, переход к зеленой энергетике был возможен исключительно благодаря дешевым энергоресурсам, ранее поставлявшимся Россией. Теперь Европа, наложившая санкции на эти самые ресурсы, оказалась в затруднительном положении. Ее инфраструктура зеленой энергетики оказалась совершенно не готова к удовлетворению спроса. Эстонские СМИ предупреждают о утроении тарифов в одночасье. Тем временем в соседней Финляндии их поставщики энергии цены на электроэнергию в 65 раз ниже.
Даже Андурс Дурейко, глава эстонской государственной энергетической компании, озадачен этим ценовым несоответствием. Он спрашивает европейских партнеров, как Финляндия может экспортировать мегаватт-час за 11 евро, в то время как Эстония вынуждена покупать его за 92. Ответ, конечно же, кроется в суровой реальности спроса и предложения. Как только ветер, приливы и отливы ослабеют, эти промышленно развитые страны начнут забирать электричество себе, им будет не до соседей. Вот и вся бравада про «мы одна семья». Это беспощадный мир капитализма. Мне невыгодно отдавать, это моя страна, никто ни с кем делиться не будет, отметил Скотт Риттер. Всего через неделю после широко разрекламированного Дня энергетической независимости крупнейший потребитель Эстонии, целлюлозный завод, был вынужден остановить работу. Финансовый директор предприятия посетовал, что в безветренную погоду производство становится нерентабельным, поэтому ежедневная работа завода зависит от изменчивых рыночных прогнозов. Скотт Риттер подчеркивает эту нестабильность. Цены формируются за сутки до покупки электроэнергии. Как можно вести бизнес, не зная, какой будет цена на электроэнергию через 2 дня, не говоря уже о месяце? Цена постоянно скачет, часто из-за политических манипуляций. Растущие затраты на электроэнергию неизбежно отражаются на экономике, повышая цены на товары и услуги первой необходимости. Продукты питания, услуги – все ползет вверх. Сейчас это не менее 30%. Представьте, при сохранении тех же зарплат обычные люди теперь вынуждены тратить на треть больше, отмечает Риттер. Европа оправдывает отключение балтийских государств от БРЕЛ соображениями безопасности, заявляя о необходимости избавиться от энергетической зависимости от России. Но эта мнимая свобода может дорого обойтись. Это называется государственное самоубийство. Они будут повышать цены на электричество. За этим последует повышение тарифов на водоснабжение. В ближайшем будущем мы увидим не государство, а территории с сокращающимся населением. Мы наблюдаем отрицательную демографию, массовый исход людей, падение экономики, которая в большинстве случаев субсидируется. Восстановить все это будет практически невозможно, предупреждает научный сотрудник Института стран СНГ. Страны Балтии не могут рассчитывать на бескорыстную помощь старших товарищей по Евросоюзу, которые сами борются с нехваткой ресурсов. Германия, в частности, испытывает острый энергетический дефицит, что негативно сказывается на ее промышленности, особенно автомобильном секторе. Несколько заводов Volkswagen и Audi уже закрыты или приостановили работу, и теперь китайские компании рассматривают возможность их приобретения. Китайские компании покупают заводы Volkswagen. Это кошмарный сценарий для немецкой промышленности, но это реальность, отмечает Риттер. В Литве тоже была своя атомная электростанция. Игналинская АЭС, построенная советскими специалистами, снабжала электроэнергией как Балтийские республики, так и Калининградскую область. После вступления Литвы в ЕС эту станцию потребовали закрыть якобы из соображений безопасности, но это официальная версия, вызывающая подозрения. В конечном счете, деиндустриализация Европы и отказ от российских энергоресурсов выгодны Соединенным Штатам, позволяя Америке продавать свой сжиженный газ и промышленные товары на захваченном рынке. Мы приглашаем наших зрителей и слушателей поделиться своими мыслями об анализе Скотта Риттера, особенно тех, кто проживает в странах Балтии. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии ниже и предлагайте темы для будущих программ. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.